Доброго здоров'ячка, хунту и хунтубары. Мы из Украины. Россиянские карандаши в украинском небе 31 декабря 2022 года сделали вид, что прилетали поздравить нас с наступающим Новым годом. Это было громко, согласен. Но хорошо смеется тот, кто смеется без последствий. И год наступающий просто обязан исполнить то самое единственное желание, которое мы всей Украиной загадаем под елочку. Россиянцам это кажется странным, но желание у всех нас одно. А вот что россиянцам странным уже не кажется, так это то, что наше желание обязательно исполнится. Последний ролик на канале года 2022, и не будем оригинальничать, вспомним в двух чертах, что было, и попробуем подумать, что возможно будет. За минувший год для нас, для всех, критичным был вопрос мира. А для мира — вопрос нефти, газа и продовольствия. Оба связаны с выживанием, но в разной степени. Углеводороды. Несмотря на игрища ОПЕК+, а если точнее саудовского принца, не удалось поднять мировую добычу, чтобы сбить цену на нефть и тем самым компенсировать планировавшиеся санкции для России. Пришлось обойти, уже не со стороны производителя ограничивать, а со стороны потребителя. ЕС плюс США плюс G7 ввели ограничения на цену за баррель российской нефти, разумеется. Не смешите мои Искандеры. Это самое частое, что было слышно с болот. Тем более на фоне того, как Индия, Китай и Турция затаривались российской нефтью перед введением потолка. Причем индусы в ноябре вышли на закупку половины предлагаемых объемов, а в декабре и вовсе их доля выросла до 70 с чем-то %. Но вопрос цены. Поговаривают, что индусы покупают некоторые партии по цене плюс-минус $30 за баррель при текущем потолке в 60. А себестоимость добычи у российской нефти в диапазоне от 15 до 45, а бюджет следующего года они сверстали, исходя из 70 плюс долларов за баррель, и он уже имеет пару триллионов дефицита. В декабре же турки отказались покупать российскую нефть. Видно, скидка на газ оказалась недостаточно вкусной, а китайцы не только отказались покупать российскую ИСПО, дальневосточный сорт, который куда качественнее Юралса, а потому и котировка от которого выше $60 за баррель, но даже отказались ее транспортировать морем. Кстати, не они одни. Японцы отказались страховать, многие компании отказывают во фрахте судов, опасаясь вторичных санкций. Конечно, РФ подсуетилась и закупилась списанными танкерами, но их тоннажа все равно недостаточно, чтобы транспортировать весь добываемый объем сырья с учетом логистического плеча, да и риски аварий будут повыше, а страховать никто не будет, российские договора не в счет. Ну и не забываем, что объемы для хранения даже при самой вкусной цене у Китая, Индии и Турции не безграничны и уже, что называется, под завязку. Коль Европа отказалась от российской нефти, а инфраструктура есть, то казахи изъявили желание заполнить некоторый объем в дружбе. Конечно, не самое лучшее решение, но, похоже, Транскаспийский не справляется с объемами. Куда интереснее будет с грядущими санкциями на нефтепродукты, которые тоже собирается западный мир вводить против Москвы. Цимис тут в том, что и Индия, и Китай, и Турция они сами производят, и впихнуть невпихуемое им не выйдет, а раньше вся продукция шла в ЕС и Штаты. Ну, вы поняли, сначала накопление, а затем в минус добыча объемов, которые не получится продать, далее в минус объемы, которые не получится переработать и продать, а остановка заводов, минус налоги, минус рабочие места и зарплаты. Надежды на диверсификацию поставок достаточно туманные. Кому? Африке? Юго-Восточной Азии, Южной Америке, за счет чего? Логистика-то дороже, если сравнивать с Персидским заливом. Цена, себестоимость выше, чем у того же залива. Качество. Смесь Юралс хуже заливных. Играть ценой, только торговать в убыток. Вариант развязать войну в Персидском заливе, заблокировав добычу и транспортировку. Но нужно ли это миру и, в первую очередь, самим странам залива? Ответ очевиден. С газом примерно то же. ЕС ввел предельные цены на 1 киловатт энергии, получаемой из газа. Большинство стран Европы заместили российский газ, даже Сербия уже побежала договариваться с Азербайджаном и Италией. В этом году национальное достояние, которое мечты сбывает, показало худшие результаты экспорта газа в этом веке, а по некоторым оценкам и со времен падения совка. Проблема тут еще в том, что газосжигающих предприятий мало, и они недостаточно производительны, а трубу особо не развернешь, а особенно после бума дуплетом себе в ногу, обе ветки севпотоков имею в виду. И не спасает даже Китай, который закупает газ рекордными объемами.
В общем, с нефтью матушка и газком батюшка не складушечка получается. Доведется затыкать фонтанчик. Ну и, папа, ты теперь будешь меньше воевать с известным ответом. Причем радости с бюджетом начнутся буквально сразу. Налоги за этот год вышли с переплатой, и возвращать переплату, разумеется, никто не будет. Значит, их проедят уже в уходящем году, а в новом просто будет графа «зачислено». Европа тем временем активно взялась за Центральную Азию, как с точки зрения логистики, так и энергетики, вдобавок к массово и молниеносно, согласно оценок проектов, вводимым терминалам по приему СПГ, и не оставляют свою любимую игрушку – ВИЭ – восстанавливаемые источники энергии. Так что, когда Москва подпишет капитуляцию, обращаю ваше внимание на использование слова «когда», а не «если», ей не впервые, не верьте тамошним историкам, ей просто некуда будет возвращаться. Все привычные, бескрайние европейские рынки будут замещены другими игроками, которые вряд ли захотят делиться своей долей рынка, и получается, что для РФ рынки будут закрыты в их теперешнем понимании энергетической сверхдержавы. Ей оставят ровно 6 соток, чтобы она с голоду не усохла и могла платить при этом репарации еще ж. И не могла больше ни на что большее претендовать. К слову, Китай тоже собирается ударными темпами нарастить добычу энергии из возобновляемых источников, только они одни дадут больше, чем вся российская энергосистема. Так что и на этом фронте тоже перспективы энергетической сверхдержавы весьма туманные, а вернее, абсолютно ясны. В течение года мы наблюдали, как на России народец с азартом бегает от военкомов. Кто показал плохие результаты в убегании, показывает отличные результаты в пакетировании. Разумеется, это не улучшит состояние экономики. А отдельные призывы лишить сбежавших гражданства и имущества вообще находятся за границами экономического смысла. Думаю, мы еще не раз увидим эту эстафетную гонку мобилизации под завывание «Отечественной войны». Правда, уже не очень понятно, какой очередной отечественной она будет после Великой. Да, их ВВП будет показывать относительно пристойные цифры, потому что восстановленные и произведенные новые железяки тоже идут в наполнение этого показателя, хотя их экономический эффект весьма сомнителен, как у нас на плюсах говорят, на хлеб не намажешь. Как и переброска будущего содержимого черных пакетов с востока на запад и техники в обоих направлениях. Кстати, что изрядно просадило пропускную способность северного маршрута для Китая, не считая прочих рисков. Но о логистике поговорим немного ниже. Нежно любимый рынок недвижимости, как интегральный показатель по куче отраслей, показывает рост цен, зачастую опережая инфляцию, спад продаж и спроса, несмотря на стимуляцию инъекциями разного рода ипотек на любой цвет и вкус. На рынке коммерческой недвиги тоже грусть, печаль и запустение. Немало западных контор свернули свою деятельность в РФ. Народ или самостоятельно релоцировался, или с помощью компаний, так что по офисам впору гонять на гольф-карах. Торговые аналогично. Ну и следом логистические площадки, которые не успели вовремя сгореть. Среднестатистический россиянин, хоть и старается казаться сытым от статистики, которая его убеждает в этом, все же все больше ощущает тревожность и какую-то подлую пустоту чуть повыше пряжки ремня. Потому что официальная инфляция не совсем отражает падение реально располагаемых доходов отдельно взятого организма. К тому же акции на самое святое – водку подняли. А еще на шампанское, коньяк и прочее. Так что «теперь ты будешь меньше пить» звучит все риторичнее. В 2022 году население в заметном количестве начало брать кредиты на празднование Нового года, а микрокредитные кровосиси и вовсе показали фантастические результаты по итогам года. Значит, все больше населения не проходит текущий банковский скоринг даже на самые небольшие суммы кредитов. А что случилось? Может, помочь им? Отдавать кредиты тоже не совсем понятно как, разве что ответ есть у рекламы службы, вернее пакетирования в зоне СВО. Вышел же целый цикл совершенно мерзких рекламных роликов на эту тему. Суммарная задолженность по всем кредитам у всех растет, несмотря на списание и реструктуризацию для пакетированных. И рынок труда, хоть и делает лицо «это не я обосрамился, это мне в штаны насрамили», тоже не в лучшем виде. Закрытие привычных рынков сбыта продукции, лес, бумага, фанера, уголь, прокат и сотни и тысячи прочих позиций. Уход тех же автопроизводителей – это около 1 миллиона рабочих мест, не считая кучи предприятий-смежников.
перевели на неполный рабочий день немалое число россиян, даже с учетом депопуляции и могилизации. А дальше начнутся проблемы с обслуживанием оборудования, сырьем, материалами, которое закупалось на Западе, в сельском хозяйстве вопрос с семенами и молодняком, животное и птицеводство. И все это будет идти по нарастающей, потому что подпитки больше взять неоткуда и не за что. Кстати, интересный факт. За этот год одних только таджиков было принято в русские числом под 120 тысяч тел. Еще хотел бы отметить тренд «они сами все сделают сами» в плане движения, временами напоминающими бегство под китайское господство. Счета в юане, банкоматы уже работают с юанем, запуск китайской платежной системы, китайские авто уже занимают больше половины рынка новых авто и продолжают заходить на пустующее автосборочное производство, цена на электромосквич раза так в 3-4 выше своего китайского аналога, только с непереклеенным шильдиком «Традициис». Центробанк отказывается от токсичных валют доллара, евро, фунта и иены и переходит в юань и золото. Последнее колебание курса рубля нет смысла особо рассматривать, корректировка Центробанка под конец года для выхода на плановые показатели. Последствия очмобилизации ощутили все соседствующие страны, кроме Украины. Нам достались на пакетирование. Армения повысила сразу свой ВВП более чем на 10% за счет. Грузия не отставала. Казахстан, Турция-то и вовсе уже начала отказывать в ВНЖ от переизбытка. Остальная Центральная Азия тоже принимала как беглецов, так и гастарбайтеров. Теперь появились вакансии дворников. Посмотрим, как скрипоносные покажут патриотизм, вместо того, чтобы ворчать «понаехали тут» и плевать мимо урны. Ну и эти страны, кто насколько мог, потрудились с обеспечением поставок подсанкционки в РФ, увеличив торговый оборот с Московией на десятки процентов, а по некоторым позициям и в десятки раз. Вывод капитала за рубеж рекордный, с чем мы их и поздравляем. Падение биржевых индексов тоже, хотя сейчас сказать, сколько стоит то или иное предприятие, уже невозможно. Уменьшение валютных вкладов, пожалуй, можно даже применить слово «беспрецедентно». Государство так хотело заполучить валюту со счетов, что сделало все возможное, кроме прямой конфискации. И это при сверхприбылях за углеводороды и прочей позитивной рыночной конъюнктуре. Дальше будет все грустнее и страшнее. За 10 лет производительность труда в странах АЭС увеличилась более чем на 51%, то есть росла примерно на 5% в год. В российской же экономике уровень производительности труда за эти годы сократился на 10,2%, то есть в среднем снижался почти на 1% в год. И это же еще без санкций. Российская экономика примитизировалась. Теперь этот процесс ускорится как минимум вдвое за этот год, а за 2-3 последующих может и кратно вырасти. А дальше падение конкурентоспособности, дальнейшая технологическая деградация и уход в сырье и продукцию низких переделов, собственно, туда, где империя и находилась всю свою историю, на периферии цивилизации. Теперь чуток о логистике. В этом году все континентальные игроки вдруг обнаружили, что не Россией одной можно доставлять, и ринулись окучивать страны Центральной Азии. Количество проектов и миллионов инвестиций просто поражает. Сейчас бутылочным горлышком становится Закавказье, Армения с Азербайджаном, читай, Лачинский коридор с Зангезурским. Через него, бутылочное горлышко, пытаются протиснуть свои интересы Китай, ЕС, Турция, Иран, Республики Центральной Азии, а также Индия с Пакистаном и немножечко саудиты. Речь идет о транспортировке товаров, нефти, газа, электроэнергии. Турция тут выторговала себе счастливый лотерейный билет, оставшись, по сути, единственным каналом поставки газа из РФ по эту сторону Уральских гор и, похоже, выторговала скидку на российский газ, как хотела, 25%, покрывающий и поставки текущего года, и, возможно, отсрочку платежей до 2024 года. Ну и Азербайджан с Грузией, как ее довески. Не упустила Анкара своего и с зерном, скупая его как ворованное у РФ, так и Украины, честно отрабатывая черной дырой, через которую идет поток подсанкционных товаров и материалов в РФ, включая двойного назначения. А что вы мне сделаете? У меня в руках ключи от зерновой сделки и проливов. Из забавного о логистике, не будем о снабжении пакетируемых и хаймарсах. Дефицит полупроводников привел к остановке производства мармеладных мишек. Bloomberg выпустил удивительную историю о том, как влияют друг на друга, казалось бы, не связанные сферы экономики. Крупнейшая кондитерская фабрика Мексики, группа Bimbo, столкнулась с дефицитом желатина для производства мармелада.
Его стало меньше из-за падения забоя свиней, который упал из-за снижения спроса на свиную кожу со стороны автопроизводителей. А он, в свою очередь, уменьшился из-за падения производства самих автомобилей из-за нехватки микрочипов с Тайваня. Согласитесь, классный пример сложных взаимосвязей в нынешнем мире. Безопасность. Баку, несмотря на подписанное военное соглашение с Москвой, все же не очень доверяет партнеру. Турецкие войска остались после совместных учений, опасаясь стать целью очередной маленькой победоносной, которая должна компенсировать сногсшибательные успехи СВО в Украине. Что думаете, фантастика? А разве не такой же дичью была информация, что перед принятием решения о начале СВО еще одним кандидатом была Япония? Что уж говорить об Армении, которую Россия подкладывает под любого, кто проявит заинтересованность. Позиции самой Армении слабы. Даже угрозы Пашиняна выйти из УДКБ и СНГ выглядят слабым аргументом. С учетом ресурсов и состояния, Армения не сможет устоять в столь дружественном окружении, несмотря на всю миролюбивую риторику соседей. Кстати, вопрос отношений Армения-Иран надо будет покопать в следующем году. Турки продолжают наращивать свой военный потенциал какими-то совершенно фонтанирующими темпами. Не стану перечислять, но там все. И самолеты пятого поколения, и морские воздушные дроны, и ракеты, и даже боевые лазеры, не считая разной мелочи. Где они его собираются применять? Это очень хороший вопрос. Правильный и своевременный, если не запоздавший. Стать ведущей мировой морской державой задекларировано, если что. Сирийско-курдистанский регион все так же тихо тлеет. Новая ось зла Иран-РФ укрепляется. Иран движется к созданию ядреного боезаряда. Баллистические средства доставки там уже имеются, вплоть до космических высот. Нельзя и не упомянуть протесты в Иране. Все же муллократия мало отвечает интересам молодежи, которой там порядка 70% от общего населения. А с другой стороны, видно, не так уж и плохо было после Шаха и при начале муллократии, что демография показала такие результаты. Хотя режим подошел к своему закату, экономика все больше напоминает бройлер 777 из крутого пике. Москва пытается немного прижечь хвост европейцам, раздувая сербско-косовскую драчку, но там шансы невелики на успех, разве что медийный. Еще можно рассматривать проект Большого Турана, пантюркского объединения и в ключе безопасности тоже. Как раньше Московия работала буфером или прокладкой между странами Европы и народами Великой Степи аж до Китая, то теперь, после того, как Москва окончательно зажралась и потеряла берега, многие в Европе рассматривают проект Турана как замену ей, который сможет впитать в себя энергию кочевников и завоевателей. Напомню, интересы проекта не ограничиваются странами Центральной Азии, но и весьма активно идут контакты и с субъектами Федерации. Хотя куда будет направлен вектор интересов Турана, для меня остается загадкой. Пока противники видятся на восток и юг, Китай, который контролирует Восточный Туркестан. Это все, что относится к слову уйгуры и Иран. Войти в Туран для Китая был бы очень красивый ход, который снимал бы очень многие конфликтные вопросы, но это примерно как Москва намеревалась вступить в НАТО. Со всплеском интереса мира к Центральной Азии резко активизировались и процессы вокруг Турана, дву- и многосторонние соглашения, проекты, инвестиции, культурный обмен, увеличение сроков пребывания, упрощение миграции и торговли. Иран же, успев перебить горшки со всеми соседями, остается на подсосе у Китая, как у основного покупателя иранской нефти. Теперь активно задружился с другим изгоем – Россией, разумеется, под контролем Пекина, потому что эта пара балбесов сами бы уже давно переругались. Еще к китайским миньонам нужно добавить и Северную Корею. Страны Африки и Азии, увы, не готов рассматривать. Пока. Что характерно, у всех трех внучат дядюшки Си удивительным образом неплохо дела обстоят с дронами. Тегеран вон мопедами торгует налево и направо. Пхеньян пуляет дронами в Сеул, а тот их не может перехватить имеющимися, весьма, кстати, не слабыми средствами ПВО. Опять же ракеты. Почему-то и микроэлектроника необходимая есть, и конструкционные материалы, и решения. И это несмотря, что двое из трех, да недавно, а теперь же все трое, под санкциями. Но это так, лирика. Япония удивила всех своим оборонным потенциалом и планируемой к закупке и развертыванию номенклатурой. Правда, имея соседями Москву, Пекин и Пхеньян, не мудрено. Тем более, что Москва уже натащила ракетных комплексов на Курилы, Пхеньян постоянно швыряется ракетами, Китай, если не устраивает показательные флотские провокации у берегов, то мылится захватить Тайвань. Кстати, об этом острове.
Главная его ценность – микроэлектроника, вернее, ее контрактное производство, мировые лидеры. А Штаты аккурат сделали Китаю очень бобо, запретив поставки высокопроизводительных чипов и оборудования для производства микроэлектроники, ну и заставив своих инженеров выбирать или американское гражданство, или китайские контракты. TSMC, предчувствуя, куда ветер дует, уже достраивают одну свою фабрику в Японии, начали еще одну, строится завод в Штатах, кажется, в Аризоне, который в перспективе станет наиболее технологичным вне острова, и уже идет поиск площадки в Германии для строительства фабрики для производства автомобильной электроники, что означает, даже автопроизводители уже перестали рассматривать Китай как тихую гавань. У Китая остается не так уж много времени на решение тайваньского вопроса. Американский ВПК просыпается от летаргии, как, к слову, европейский. Процесс этот не быстрый, но инерционностью этой системы тоже, будь здоров, какая. Пример? Санкции движения российской экономики, несмотря на всю их болезненность, так пока и не изменили, и сказываться только начнут к концу весны или ближе к лету. Так и западный ВПК, если начнет производство для Украины, то вряд ли остановится и после капитуляции Москвы. Это пока Вашингтон сидит на растяжке между Тайбэем и Киевом, а когда Москва падет, а своего миньона Пекин разыграет совершенно не задумываясь и безжалостно, Китай уже может и не успеть. К тому же в мире будет уже достаточно работающих мощностей по производству чипов, чтобы потеря площадки на Тайване привела бы к катастрофическим последствиям. Да и никто не позволит Пекину захватить работающие линии. У самого же Пекина дела обстоят не ахти как. Захват власти дядюшкой Си, которого впору именовать императором, показывает, что страна не имеет внятного сценария дальнейшего движения, если принято решение сидеть на месте, раскачивать вагон и делать вид, что мы куда-то едем, вместо сменяемости власти, конкуренции идей и мнений. Высокий уровень предельно закредитованности местного рынка недвижимости, решение проблемы которого нет ни у кого, ставит экономику в критическую зависимость от заемных средств. Конечно, можно перевернуть шахматную доску и метнуть шахматные часы в голову оппонента, но это скорее в стиле Москвы, да и основные рынки сбыта все же на стороне оппонента, а внутренний рынок едва ли поглотит треть производимого. Плюс крайне неудачное решение с антиковидными ограничениями. Первая компания хоть и позволила избежать эпидемии, но и сильно просадила экономический рост и не позволила населению выработать коллективный иммунитет. И, столкнувшись с массовыми протестами в этом году, ослабив ограничения, страна получила мощнейшую эпидемию. Сейчас, наверное, уже за 300 миллионов человек, если только за 20 декабря заразилось 37 миллионов. Статистика уже закрыта. Что буквально парализовали целые города вместе с производствами. Apple уже частично переносит производство во Вьетнам. Это неминуемо скажется на потреблении энергоносителей, не считая замедления мировой экономики, разрыва логистических цепочек и, в конечном итоге, на спросе на нефть и ее котировках. Европейцы, на удивление, быстрыми темпами справляются с диверсификацией поставок энергоносителей. Строятся терминалы по приемке СПГ, где Германия догоняет соседей. В Южной Европе заработали каналы поставки из Северной Африки через Кавказ, Азербайджан, Грузия или Турция. Пойдет как поток электрики, так и нефти с газом, хотя зачастую это просто перекупленные российские нефть и газ с заменой страны происхождения на Азербайджан. Как сейчас в ЕС основными поставщиками древесины стали вдруг Кыргызстан и Казахстан, увеличив за полгода свое присутствие более чем в 60 раз. Этот Новый год отличается от всех других в Украине тем, что желание у нас на всех одно. Так что загадываем, не стесняемся. И тогда степной Вавилон станет степным Карфагеном. Практически моментально с точки зрения історії. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Pence. Зробіть і тут і там червону пімпочку сіренькою, потім тисніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу, тож це і буде ваш внесок в перемогу України.